Антарктида. Самое холодное и изолированное место на Земле. Этот континент не принадлежит ни одному государству и официально не имеет постоянных жителей. Здесь нет городов и дорог, а единственные люди, которые появляются в этих местах – ученые и исследователи. Тем не менее, 7 стран – Норвегия, Великобритания, Аргентина, Чили, Франция, Австралия и Новая Зеландия – уже давно борются за контроль над этими территориями, что заставляет правительство тратить миллионы на исследование региона, где невозможно жить постоянно. Что скрывается под толщей антарктического льда, природное чудо, древняя цивилизация или нечто, о чем не говорят публично. В этом видео мы разберем то, что известно об Антарктиде официально, и то, о чем предпочитают молчать. В 2012-м в Антарктиде произошло событие, которое вызвало бурное обсуждение. Один из спутников передал изображение участка восточного континента, на которых четко виднелась необычная овальная структура. Ее протяженность составляла примерно 120 метров. Форма объекта выглядела как кольцевое образование, по виду напоминающее старинное строение. Сначала предполагалось, что это может быть след деятельности человека. Однако эта версия быстро отпала. Место находки располагалось слишком далеко от существующих исследовательских станций. После этого ученые сделали вывод, что речь идет о природном явлении. В пользу этой теории говорили мощные катабатические ветра, которые формируются на вершинах ледников и холодных плато. Они обрушиваются вниз, создавая вытянутые снежные гребни. Но кадры со спутника выбивались из привычной картины. Симметрия объекта была слишком точной, слишком идеальной. Часть специалистов выдвинула версию, что под льдом может скрываться не природное образование, а объект древнего происхождения. Кто-то заговорил о результатах падения крупного метеорита, кто-то о геологических аномалиях, не изученных современной наукой. Именно в этот момент дискуссия перешла на новый уровень. Вспомнили другие аномалии материка, загадочные горы, поднявшиеся над льдами Антарктиды. Они имели форму почти идеальных пирамид. Совпадение ли это? Одни убеждены, это обычные горы, рожденные ветром и временем. Но другие утверждают обратное. Эти массивы могли стать свидетельством существования древней цивилизации, исчезнувшей задолго до нас. А теперь самое важное. Анализ пород показал, все 4 наиболее известных антарктических пирамиды состоят из одинакового типа камня, как будто их создавали по одному плану, с применением одинаковых технологий. Антарктида – территория, где жизнь существует вопреки всему. Несмотря на суровый климат, здесь обитают живые существа, будто специально созданные для жизни на грани выживания. Пингвины – главные обитатели этих широт, особенно императорские, самые крупные и самые выносливые. Но в последние годы исследователи нашли нечто, что поставило под сомнение привычное понимание эволюции этих птиц. На удаленном острове Кинг-Джордж в южной части Антарктиды экспедиция обнаружила 6 тел пингвинов в идеальном состоянии. Они были мумифицированы естественным образом, под слоями льда, которому, по оценкам ученых, не 100 лет. Открытие сделали специалисты из Университета Флориды, Нового Южного Уэльса и Австралийского антарктического отдела. Каждый день на протяжении 6 недель они вручную удаляли слои спрессованного снега и льда, пока под ними не появились тела животных и следы старых гнезд. Результаты исследований оказались неожиданными. Пингвины принадлежали к редкому виду, который жил во времена последнего ледникового периода. Анализ показал, питались они мидиями, мелкой рыбой и водорослями, что говорит о том, что раньше побережье Антарктиды было более теплым и плодородным. Это открытие дало ученым редкую возможность заглянуть в прошлое континента. Но вместе с этим возникли новые вопросы. Если климат Антарктиды когда-то действительно позволял существовать такой фауне, что произошло потом? Почему материк превратился в ледяную пустыню? Пока специалисты анализировали образцы, внимание всего научного сообщества привлекла карта Пири Рейса. Это документ, который до сих пор вызывает споры у историков. Карту создал турецкий адмирал Пири Рейс в 1513-м, за несколько лет до экспедиции Магеллана. На ней показаны очертания Южной Америки, Африки, части Азии и контуры Антарктиды. Но главное, Пири Рейс изобразил Антарктиду безо льда, такой, какой она могла быть десятки тысяч лет назад. Откуда у адмирала Османской империи могли быть такие данные?
Многие исследователи утверждают, что карта Пири Рейса действительно отражала географию Земли с удивительной точностью для своего времени. Но если это так, как объяснить то, что на ней присутствует материк, который официально был открыт лишь спустя 3 столетия? Возможно, создатель карты опирался на знания, утерянные вместе с цивилизациями, о которых история предпочитает не вспоминать. Следующая загадка Антарктиды связана с событиями XX века. Речь идет о так называемой базе 211, объекте, который, по слухам, построили немецкие исследователи в конце 1930-х годов. Считается, что именно там могла располагаться секретная база Третьего Рейха, куда были доставлены важные архивы и экспериментальные технологии. Официально известно только одно. В январе 1939 года немецкая антарктическая экспедиция действительно прибыла на континент. Она провозгласила часть территории Новой Швабией. Позже появились десятки версий о том, что именно происходило в этих местах. Одни источники утверждали, что подо льдами строились подземные тоннели и укрытия, другие, что там размещалось последнее убежище руководства Рейха. Со временем история обросла многочисленными легендами. Говорили, что немцы якобы открыли систему подледных пещер, где могли разместить даже целый город. Сегодня на территории бывшей Новой Швабии располагается немецкая научная станция. Но Антарктида – не место для случайных совпадений. Именно здесь скрывается одно из самых загадочных озер планеты – озеро Восток. Оно спрятано под толщей льда почти в 4 километра, глубже, чем высота 3 Ниагарских водопадов вместе взятых. Позже зондирование показало – длина озера около 250 километров, ширина – около 50. Некоторые версии указывают, что озеро образовалось задолго до оледенения, не меньше 15 миллионов лет назад. Если это так, значит, под антарктическим щитом может сохраняться древняя экосистема, изолированная от внешнего мира на протяжении миллионов лет. Именно эта возможность тревожит ученых. Что произойдет, если мы случайно разрушим хрупкий баланс подледного мира и столкнемся с формами жизни, которые никогда не видели света? В начале 20 века британский исследователь Фрэнк Бикертон сделал открытие, которое потом назвали сенсационным. На земле королевы Мод он нашел первый метеорит в истории Антарктиды. Находка стала ключом к новой гипотезе. Органические соединения в камне могли указывать, что жизнь когда-то существовала и за пределами Земли. В январе 2019 года специалисты Национального ледового центра США сделали новое открытие. На спутниковых снимках они заметили айсберг необычной формы. Его контуры были почти идеально прямыми. Необычная форма айсберга сразу вызвала споры. Такие ровные линии природа создает крайне редко. Некоторые специалисты предположили, что ледник раскололся из-за подледных потоков воды. Они двигаются с огромной силой и могут буквально резать лед. Тем временем ситуация в Антарктиде становится все тревожнее. За последние 40 лет ледяной покров уменьшается быстрее, чем ожидали даже ученые. Еще недавно считалось, что лед стабилен, но последние спутниковые данные показали обратное. Он стремительно тает. Почему это происходит, пока точно непонятно. Одни винят изменение течений в океане, другие – потепление воды и появление озоновой дыры над континентом. А ведь это не просто лед. Когда он тает, в море попадает все больше пресной воды, из-за чего нарушается соленость океанов и подтаивают огромные ледяные шельфы. Все это напрямую влияет на уровень Мирового океана. Есть и еще одна версия. Под Антарктидой могут скрываться источники тепла, своеобразные подземные печи, которые подогревают нижние слои льда. Такой естественный обогрев делает ледники нестабильными и может быть одной из причин ускоренного таяния континента. Глубоко подо льдами Антарктиды, на территории, известной как Земля Уилкса, скрывается нечто, что тревожит ученых несколько десятилетий. Снимки со спутников показали гигантскую впадину диаметром около 480 километров. Многие специалисты уверены, это след падения огромного астероида. Если расчеты верны, то метеорит, вызвавший этот удар, мог достигать 50 километров в диаметре. Такое столкновение способно было изменить климат всей планеты. Но проверить это невозможно. Предполагаемый кратер скрыт под слоем льда толщиной свыше 3 километров. В последние годы появляются все новые находки, которые заставляют задуматься. Возможно, под толщей антарктического льда действительно существовала древняя цивилизация. Первые упоминания об этом появились еще в XVIII веке.
когда исследователи, отправившиеся на север континента, сообщили о загадочных находках, странных объектах и фрагментах конструкций, погребенных под километрами снега и льда. Позже стало ясно. Речь могла идти о следах рукотворного происхождения. Ученые не исключают, что эти артефакты принадлежат культуре, исчезнувшей задолго до появления человека. Если факт существования подледных строений когда-нибудь подтвердится, это поставит под сомнение привычную историю человечества и изменит наше представление о том, кто жил на Земле миллионы лет назад. Сухие долины Мак-Мердо – одно из самых необычных мест Антарктиды. Они находятся в пределах трансантарктических гор, вытянувшихся почти на 4800 километров. В отличие от остального континента, здесь почти нет снега и льда из-за сильных ветров и высокой концентрации солей в почве. Именно поэтому эта территория выглядит скорее как пустыня, чем как часть ледяного материка. Ученые давно интересовались этим участком, но настоящей сенсацией стали раскопки, во время которых палеонтологи обнаружили окаменевшие остатки растений. Возраст находок, по оценкам, составляет от 50 до 100 миллионов лет. Среди них фрагменты древних деревьев, которые когда-то росли в низких и теплых долинах, существовавших здесь задолго до формирования современных ледников. Специалисты уверены, что эти растения не были местными. Анализ показал, они могли попасть в Антарктиду около 70 миллионов лет назад. Их принесло ветром или океаническими течениями. Это открытие стало очередным доказательством того, что когда-то климат на континенте был значительно мягче и позволял развиваться растительности и фауне. Не менее загадочным остается и вулкан Эребус, расположенный на острове Росса. Это один из 4 вулканов региона и единственный, который до сих пор активен. Его открыл в 1841-м британский мореплаватель Джеймс Кларк Росс. С тех пор Эребус проявлял себя неоднократно. Зафиксировано более 100 извержений. Последнее наблюдалось в 2020-м. Ученые продолжают следить за ним, поскольку этот вулкан входит в число самых активных на планете. Антарктида кажется безжизненным миром. Сплошной лед, холод и ветер. Но даже здесь, где, казалось бы, не может существовать ничего живого, наука обнаружила удивительное исключение – грибы. Антарктические грибы способны выжить при температурах ниже 32 градусов по Цельсию. Некоторые виды чувствуют себя лучше именно в мороз. Они растут быстрее при низких температурах, чем при повышении тепла. Исследователей особенно удивил один открытый на станции гриб. Он способен разлагать следы нефти, просочившейся из топливных емкостей. Этот вид уже изучают микробиологи. Они надеются, что в будущем его можно будет использовать для очистки нефтяных разливов в других частях мира. Но это не единственное загадочное явление, зафиксированное на ледяном континенте. Здесь существует феномен, который даже наблюдатели с опытом называют пугающим. Это поющий лед. Когда температура резко падает, кристаллы льда начинают вибрировать. Плотная структура создает звуковые волны, которые могут распространяться на сотни метров. Впервые эти звуки зафиксировали в 2010-м, а спустя несколько лет феномен подробно изучили и описали. Оказалось, что голоса льда слышны на расстоянии до 3 километров. Ученые используют это явление, чтобы исследовать структуру ледяного покрова и движение воздуха в Антарктиде. Звуки позволяют определять даже малейшие изменения внутри льда. Но зачем эта музыка природе, остается загадкой. Горный хребет Гамбурцева – одна из самых загадочных частей Антарктиды. Он полностью скрыт под километрами льда, и увидеть его напрямую невозможно. Ученые изучают эти горы только по спутниковым снимкам и данным радара. Хребет находится в самом центре Восточной Антарктиды, там, где сходятся мощные ледяные массы. Именно здесь зафиксировано слишком много странностей. Участки тепла, движение льда в неожиданных направлениях и сигналы, указывающие будто бы на огромные пустоты под поверхностью. Некоторые специалисты не исключают, что под горами может быть полость правильной формы, слишком правильной, чтобы быть природной. С этой зоной связывают одну из самых спорных гипотез – версию о древнем городе, который мог существовать задолго до появления известных цивилизаций. Речь идет об Атлантиде, месте, которое Платон описывал как процветающее царство с портами, дворцами и каналами, построенными из золота и бронзы. По древним легендам, город исчез в одно мгновение, после катастрофы. Долгие годы следы Атлантиды искали в океане, у берегов Африки и в Средиземном море, но безуспешно.
И теперь некоторые исследователи считают, что этот город может покоиться подо льдами Антарктиды. На спутниковых снимках действительно видны странные образования – линии, арки и тоннели, которые напоминают рукотворные структуры. Если хотя бы часть этих находок подтвердится, человечество увидит доказательства того, что на Земле существовали неизвестные нам цивилизации. Кто они были? Почему исчезли? И почему их следы спрятаны в месте, где, казалось бы, не должно быть ничего живого? Антарктида – это настоящий континент загадок. Это место изолировано от всего мира и остается одним из самых малоизученных уголков Земли. Каждая новая экспедиция открывает здесь что-то, во что трудно поверить. Подо льдами могут скрываться целые экосистемы, следы древних цивилизаций или процессы, которых наука еще не понимает. Но сколько бы исследований ни проводилось, Антарктида по-прежнему хранит свои тайны. Одно ясно – впереди нас ждет еще не одно открытие, которое способно изменить взгляд на историю нашей планеты. Что именно мы найдем под слоями тысячелетнего льда – вопрос, на который пока нет ответа. Чем больше исследователи узнают о ледяном континенте, тем очевиднее становится то, что Антарктида хранит тайны, которые могут изменить все, что мы знаем о прошлом Земли. Если вам интересны тайны нашей планеты и загадочные открытия, подпишитесь на канал, поставьте лайк и включите уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. Также обязательно посмотрите другие наши ролики, там вас ждет еще больше невероятных фактов и редких находок.